Да, это вторая часть в поддержку Александра Зинченко. И перепросматривал этот эпизод, где э, Хавардс проскочил, то есть удачный пас по центру. Обратил внимание, что это не Зинченко позиция была, у Зинченко левее позиция, то есть с краю. Там Диаш должен был играть, где еще два защитника задержались. На той стороне Стоунс э, держал Тима Вернера, и как бы непонятно, почему два защитника, почему сейчас вот на Сашу такой навал, почему именно Гвардиола так сказал. Ну, у меня одна из версий, что Гвардиола хочет с себя ответственность снять, перекинуть на Зинченко, чтобы не подвергаться критике. Видать, на старости лет ему уже это болезненно, и вот так он все-таки хочет найти мальчика для битья какого-то, выставить, чтобы его била там пресса и болельщики Ман-Сити. Но там же по отношению к футболу уже столетние традиции, поэтому я не знаю, как сейчас именно пресса Ман-Сити отнесется к Зинченко, и насколько они там не разберутся, и также фанаты футбола, и это самое. Ну, конечно, среди них тоже найдутся отморозки, которые будут винить украинского игрока, но тут, если комплексно подходить, как в общем там любители футбола отнесутся, то есть потащат они на костер Зинченко по предложению Гвардиолы, либо же, ну я надеюсь, и что-то так вот у меня предчувствие, что основную поддержку Зинченко найдет среди игроков Ман-Сити, потому что любой мог бы, и Эдерсон мог бы оказаться на месте Зинченко. Помните, как Дехе вот недавно в матче не забил пенальти, до него дошло пенальти, и он не забил. Он не полевой игрок, и не его конек пробивать пенальти. И дошла очередь до него, неудачно пробил, и команда проиграла в финале. То есть и вот тоже в это футбольный мир, они любят там кого-то на костер сразу затащить, найти виноватого, на кого-то это все списать. Ну, здесь надо правильно учесть, что, ну, как бы, а где еще два защитника? А при том, что когда доставал Эдерсон мяч, и там непонятно было, как Эдерсон или будет подниматься, или как дальше. А Зинченко шел на полной скорости за нападающим. То есть мог бы травмировать и своего вратаря, мог бы и заработать на красную карточку. Это был только первый тайм, рисковать так нельзя было. Поэтому как бы я не знаю, почему общую как бы ошибку они сейчас, Гвардиола, пытаются вешать на Зинченко. Когда, вспомните, вот матч не первый, а матч, когда Стоунс прыгал под мяч Криштиану Роналдо, когда играли с Ювентусом, и вторым поддерживал тоже Зинченко. И первый удар удар Роналду пришелся в Зинченко, и как Стоунс благодарил его. Была подстраховка, было все, здесь же не осталось защитников, никто не страховал, никто не помогал, как так растянулись, и сейчас винят Зинченко не за его позицию. Вот он остался крайним, он остался виноватым. Если бы он вообще сместился на свой край, там, не в центре, оказался не на своей позиции и уже вытягивал как мог, что мог делал. Да, я говорю, что надеюсь на поддержку команды, думаю, что его поддержат, поймут, потому что такие профессионалы, как Де Брюйне, то есть будут понимать, что происходило на поле, тем более они изнутри видят эту ситуацию, не настолько там команда суперпрофессионалов кровожадная. То, что сделал Гвардиола, конечно, представляете, вот то, что сделал Гвардиола там на Сашу, это можно сразу собирать чемоданы и уехать, потому что думать, что там просто всю ответственность взять на себя, можно тогда и с командой попрощаться. Интересно, как развернется, большое испытание для Саши, как оно обвернется, как отреагируют до конца болельщики и газеты, разберутся ли они, кто на самом деле виноват. А от команды, я думаю, 100%, такие как Стоунс, Де Брюйне, вратарь, они, конечно, будут поддерживать игрока. То есть любой бы мог бы где-то в такой моменте, спасая команду, там еще оказаться виноватым. Спасал как мог, то есть что мог, делал. Передача по центру была, удачная передача, помощи никакой не было. Зинченко не успевал и еще и оставался там сам без еще двух защитников. 4 защитника должно было быть. Так что
Ну, и ко мне сейчас один в предыдущем ролике, когда я за это упомянул, заикнулся, один из комментаторов пришел, ой, ну, да, один из комментаторов начал. Вот он виноват, это Гвардиола сказал. Ну так что Гвардиола, бог или что? Да, Гвардиола специалист, но сейчас видно, что он прикрывает себя за счет украинского игрока. Поэтому ну, я не согласен с этим. А в спорте такое бывает. Поэтому и команда тоже опять, почему, где претензии к нападающим, которые ничего не забили? Так что ж вы хотите тогда? Если ну, команда была разбалансирована, а в конце концов это все-таки вот эта тропинка ведет к Гвардиоле. Почему команда была в таком состоянии? Команда не сыграла так, как могла играть. То есть потенциал намного больше, чем они показали в этом матче. Ну, игра была хорошая, напряженная, но Ман-Сити может намного больше. Что им помешало, непонятно. И опять же вспомним, что Челси они проигрывали и до этого, поэтому ну, сильно сказать, что вот Зинченко, давайте найдем крайнего. Сейчас интересно, кого английская пресса найдет, а именно Манчестер Сити, города Манчестер Сити, кого она найдет крайнего для фанатов, а это будет формировать общее мнение. А Саша получит так и так поддержку от команды, и все, как бы там ни было. Все, давайте не сильно зацикливаться на том, что прям повесить на нашего украинского игрока всех собак, ну тут точно будет неправильно. Все, до следующей встречи.